Для того, чтобы сварить очень вкусный суп, я беру одну куриную ножку и снимаю с нее кожицу. Вот так все ингредиенты беру из расчета на кастрюлю объемом 2,5 литра. Следующий ингредиент – одна луковица, которую я надрезаю накрест. Так она лучше отдаст все свои соки. В конце приготовления я буду добавлять зелень петрушки, а стебельки буду использовать сейчас. Со стеблями петрушки бульон будет вкуснее. Заливаю в кастрюлю воду и ставлю закипать под крышкой. Бульон начал закипать, появляется пена. Пену тщательно убираем. Затем сразу же солю бульон по вкусу. Так курица лучше отдает свои соки и суп получится вкуснее. Суп оставляем вариться на небольшом огне под крышкой до того момента, когда курица будет готова. Ну или другое мясо, которое вы также можете использовать. Когда мясо легко отходит от костей, курицу вынимаем. Пока отложим ее в сторонку. Также я удаляю из бульона стебли петрушки и лук. Они отдали все, что могли. У нас получается замечательный, очень ароматный бульон. А теперь я беру 2 картофелины и нарезаю небольшими кубиками. Измельченную картошку высыпаю в бульон. Пускай закипает. Пока суп закипает, я нарежу 1 сладкий перец. Перец нарезаю небольшими кубиками. Суп как раз закипел, перец идет в кастрюлю. Дальше я беру 1 баклажан. Баклажан, как и предыдущие ингредиенты, нарезаю небольшими кубиками. Это будет очень полезный, диетический, витаминизированный суп. При этом легкий, сытный и очень-очень вкусный. И баклажан также высыпаю в душистый суп. Суп продолжаю варить на небольшом огне. Также в суп добавим 1 небольшой молодой кабачок. Как и предшествующие овощи, он будет нарезан небольшими кубиками. Обратите внимание, в этом супе мы ничего не зажариваем. Такой абсолютно полезный диетический вариант супа. Кабачки также высыпаю в кипящий суп. Получается такая вот красивая цветовая палитра супа. Также особый вкус и кислинку супу придадут 2 помидора. На помидорах делаю небольшие крестообразные надрезы. Помещаю их в миску и заливаю эти помидоры кипятком на 1 минуту. Теперь с них можно легко снять кожицу. Способ нарезки будет тот же самый. Небольшие кубики. Измельченные помидоры закладываю в кастрюлю. Также в суп добавим 1 морковь. Я ее потру на мелкой терке. Так у меня больше любят. Натертая морковь также идет в суп. После добавления моркови, если нужно, суп досолим, а также добавим любимые приправы. Я кладу пол чайной ложки сладкой молотой паприки, щепотку черного молотого перца и пол чайной ложки приправы хмели-сунели. Возможно, вы любите другие приправы и будете использовать их. Обязательно учитывайте свои вкусовые пристрастия. Суп оставляю кипеть на небольшом огне еще на 5 минут. А теперь возвращаемся к отварному мясу и просто при помощи 2 вилок отделим его от костей. Через положенное время, когда все овощи уже готовы, высыпаю в суп мясо. А также пропускаю через пресс 2-3 зубчика чеснока. У меня чеснок мелкий, добавляю 3.
Оставшиеся веточки петрушки я нарезаю мелко. Кстати, вместо петрушки вы можете использовать другую зелень по вашему вкусу. Кинзу или укроп. Петрушку высыпаю в суп и даю ему покипеть еще 1 минуту под крышкой. Наш вкусный, полезный, очень ароматный суп готов. Я надеюсь, что и вас он тоже порадует. Готовьте с удовольствием, а также не забудьте подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы сразу видеть новые интересные рецепты. Ставьте лайк под видео и напишите ваше мнение в комментариях. Желаю вам крепкого здоровья, приятного аппетита и мирного неба над головой. С вами увидимся, как всегда, в следующем вкусном видео.